Вы когда-нибудь задумывались, почему после 50 лет даже привычные блюда могут оборачиваться против вас? С возрастом наше тело меняется, обмен веществ замедляется, сосуды и внутренние органы становятся чувствительными к нагрузкам, и сохранить баланс трех дож становится все сложнее, потому что внутренние механизмы саморегуляции замедляются. Именно поэтому некоторые, на первый взгляд, невинные привычки в питании могут обернуться большими проблемами. В этом видео мы разберем 10 самых вредных привычек питания, которые особенно опасны после 50. Вы узнаете, как каждый из этих привычек влияет на работу сердца, сосудов, обмен веществ и на общий тонус. Осторожное отношение к своему рациону после 50 поможет вам сохранить энергию, ясность ума и здоровье. Давайте разбираться вместе. Первая привычка есть соленые. Я соль не буду демонизировать, потому что я люблю соль, и у меня есть ролик про соль. И здесь, конечно, я расскажу, как нужно употреблять соль, чтобы не получить от него вреда. Когда мы едим много соли, соль приводит к задержке жидкости в организме. Задержка жидкости в организме приводит к увеличению объема циркулирующей крови. Это, в свою очередь, может привести к повышению артериального давления. И еще соль может повлиять на работу почек. А после 50 лет эластичность сосудистых стенок снижается. Из-за этого увеличение объема циркулирующей крови влияет на наш организм по-другому и повышает артериальное давление. А любое повышение артериального давления приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Но даже если вам 50 и больше, и вы активный человек, занимаетесь спортом, вы должны есть 5-8 грамм соли в день. Ничего от этого не будет. И тем людям, кто вообще убирает всю соль из своего рациона питания, я могу сказать, что уменьшение соли тоже приводит к осложнениям с сердцем. И еще, когда мы говорим про соль, я здесь говорю про чистую соль. Но вы должны иметь в виду, что все продукты содержат соли. Если вы любитель колбасных изделий, всяких солений, малосольных, как рыбы и так далее, конечно, вы должны обычную соль намного меньше сделать, потому что и так в ваш организм поступает много соли. Вторая привычка – это поедание кондитерских изделий вечером. Вы знаете мою позицию по отношению к кондитерским изделиям, тем более вечером, конечно, здесь исключить. Почему? Потому что кондитерские изделия – это очень калорийные продукты. Вечером люди после 50 лет, много затрат энергии у них нет, и если вы будете есть много калорийной еды, плюс еще сахар содержащий, у вас в первую очередь будет страдать поджелудочная железа и печень. Все это приведет к атеросклеротическим изменениям в сосудах, к инсулинорезистентности и сахарному диабету второго типа. Поэтому, пожалуйста, особенно люди после 50 лет, кондитерские изделия вечером не ешьте, не употребляйте ни в коем случае. А вот с утра себя иногда побаловать можете. Но ключевое слово – иногда. Третья привычка – это недостаточное потребление белка в рационе. Здесь очень важный момент, потому что люди думают, что молодые должны есть много белка, а пожилые люди меньше. На самом деле все обстоит наоборот. Чем старше мы становимся, тем больше белка надо употреблять. Так как наша пищеварительная система с возрастом хуже усваивает белок, поэтому, чтобы получить достаточное количество белка, мы должны съедать большее количество. Я по своим пациентам вижу, что многие люди после 50 лет наоборот минимизируют употребление белка. Они считают, что белок, особенно животного происхождения, это тяжелый продукт, который отнимает у них энергию, вредно для желудочно-кишечного тракта. И про красное мясо говорят, что это вообще канцерогенные продукты, которые вызывают раковые заболевания. Но при этом почему-то колбасы, сосиски едят. На самом деле по канцерогенности, переработанное мясо намного опаснее, чем обычное красное мясо. Вот после 50 лет, если мы будем употреблять 2 раза в неделю красное мясо, в остальное время морепродукты, всякие рыбу, яйца и так далее, плюс к этому еще добавлять растительные белки, то, я думаю, будет хороший баланс. Кстати, у меня есть ролик про белок,
И я там все очень подробно рассказываю про белок. Самый лучший способ употребления белка – это комбинированное употребление белка. И растительный, и животный. Друзья, перед тем, как продолжить, хочу сделать небольшой анонс. Многие из вас спрашивали, когда будет онлайн-курс интервальное питание. И рад сообщить, что я запускаю новый онлайн-курс интервальное питание 11 августа этого года. Благодаря этому курсу вы измените свое отношение к питанию, свой режим питания. Если вы хотели похудеть, вы сможете похудеть. Если вы хотели снизить холестерин, и это у вас получится. Только за 21 день, конечно, не получится, если вы будете этим дальше заниматься в течение 3-6 месяцев. Если вы хотели просто наладить свое питание, чтобы стать энергичнее, бодрее, вообще улучшить свое здоровье, и это у вас получится. И если вы хотите узнать, что такое свойства продуктов с точки зрения тибетской медицины, это тоже я вам объясню. И самое главное, конечно, вы все сможете отрегулировать режим питания согласно биологическим часам. Вы можете приобрести один из двух вариантов курса. Первый – это онлайн-курс без обратной связи. Второй – онлайн-курс с обратной связью со мной в закрытом чате, где вы можете задать все интересующиеся вас вопросы лично мне, и я буду на них отвечать. Тем самым я постараюсь облегчить вам понимание курса, понимание себя и найти гармонию между вами и едой. Записаться на курс вы можете уже сейчас по первой ссылке в описании или в первом комментарии. Четвертое – это привычка использовать калорийные заправки. В частности, майонезы. Майонез, наверное, многие из вас знают, что это не очень полезный продукт, но даже домашнего приготовления, сливочные, сырные или еще какие-то мясные подливы, употребление большого количества того же оливкового, льняного, кунжутного или подсолнечного масла, я говорю большого количества, масло полезное, я не говорю не полезное, да? Все это приводит к увеличению дневной калорийности рациона нашего питания. В большинстве случаев люди эти добавки не считают. Иногда эти даже добавки, заправки, так скажем, они калорийнее, чем основное наше блюдо. Вы должны все понимать, что после 50 лет обмен липидов замедляется. И организм, все, что мы переедаем, начинает накапливать в виде триглицеридов. Триглицериды – это самый плохой жир. Он может переходить в липопротеины низкой плотности, он накапливается в внутренних органах, в печени, поджелудочной железе, в петлях кишечника, везде. А если говорить про майонез, про домашние подливы, то там очень большое количество насыщенных жиров. А это, в свою очередь, вызывает низкоинтенсивные хронические воспалительные процессы. И именно вот это низкоинтенсивные хронические воспалительные процессы являются самым главным фактором старения. Вот именно после 50 лет соблюдение дневной калорийности, то есть употребление столько калорий, сколько мы тратим, или даже меньше калорий употребления, начинает играть очень важную роль именно в контексте скорости процессов старения. Пятая привычка – это злоупотребление жареным. Особенно для людей после 50 лет жареные продукты имеют большой вред. Шестая привычка – это переедание и большие порции. Я об этом говорил, но сейчас более подробно. Вообще, давайте определимся, что такое порция. Порция – это не размер вашей чашки или тарелки. Порция – это размер вашего кулака. Вот это моя порция, это одна порция. И мы должны следовать вот этой порции, своей. Почему размер кулака? Потому что размер желудка примерно равен размеру нашего кулака. Если мы не наедаемся одной порцией еды, это значит, что у нас желудок растянут. Желудок – это мышечный орган, и он может растянуться и может сжаться обратно. Для того, чтобы желудок сократился и пришел в нормальные свои размеры, нам нужно 3 и более месяцев соблюдать диету. То есть не есть за один присест больше одной порции еды. Когда мы говорим порцию, я имею в виду только твердую пищу, жидкости не имею в виду. И это имеет огромное значение, особенно для людей после 50 лет. Мой дедушка всегда говорил, чем старше ты становишься, тем меньше еды употребляй. Еда с возрастом должна быть только для того, чтобы закрывать потребности нашего организма. А потребности нашего организма, они в
в белках, жирах и углеводах, но не в сахарах. И потребности нашего организма в воде, и потребности нашего организма, они измеряются именно порциями. Так вот, именно в контексте порций очень наглядно могу рассказать, вот как мы зависим от своих привычек. Привычка в 20 лет есть одну порцию, об этом мы не задумываемся, неосознанно это есть. Продолжаем делать 30 лет, 35-37 начинаем увеличиваться в размере, и далее в 40 начинаем продолжать такую же порцию потреблять. И, конечно, после 40 к 50 годам уже мы набираем излишний вес. Вот именно об этом и дедушка говорил, что когда мы взрослеем, ты должен осознанно уменьшать потребление еды. В 20 лет мы можем есть столько, сколько мы хотим. В 30 мы должны уже задумываться. В 40 лет мы должны уже понимать, что излишняя еда как минимум нагружает наш организм, как максимум приводит к разным накоплению, к разных заболеваниям. А после 50 лишняя еда – это уже вред и разрушает наш организм, наше здоровье. 7-я привычка – это пить мало воды. Ну, эта привычка на самом деле не начинается в 50 лет, эта привычка остается с молодости. Да? Если вы не пили воду в 20-30 лет и в 40 не пили, то в 50 не будете пить. Но в 20-30 лет водно-солевой баланс организма работает более агрессивно, активно, да, и компенсирует даже отсутствие воды, но 50 лет все это ослабевает, поэтому малый прием воды, питье воды приводит к сгущению крови. Наша кровь – это раствор твердых частиц в воде. Плазма – это и есть вода. Когда мы много пьем воды, мы увеличиваем плазму, разжижаем кровь. Жидкую кровь сердцу качать намного легче. И я вижу даже на своих пациентов, особенно людей после 50 лет, общим анализом приходят, но они все вроде бы в референтных значениях, но гематокрит бывает высокий. Я говорю, у вас густая кровь. А они мне говорят, у меня же холестерин нормальный. Нет, густота крови не определяется количеством холестерина. Густота крови определяется соотношением плазмы и твердых частиц, то есть клеток крови. Пейте больше воды, чтобы разжижать свою кровь, разжижать свои жидкости. И наши жидкости в организме, и даже с точки зрения тибетской медицины, должны быть в постоянном движении. Тогда все функции нашего организма, в первую очередь самое важное, это функция очищения, работают хорошо. И у многих людей после 50 лет возникают проблемы с опорожнением кишечника, запоры. И на самом деле эту проблему можно решить достаточным питьем воды, 1,5-2 литра от объема общей жидкости. Это не говорит о том, что когда вы пьете воду, не надо пить чай. Чай, кофе тоже пейте. И, конечно, добавьте побольше физической активности. Быстрая ходьба. Посмотрите у меня в ролике, я обо всем этом говорил. Многие люди, особенно люди после 50, говорят, а я не хочу пить. На самом деле мы должны пить не потому, что хотим или не хотим. Мы должны пить, потому что это надо делать. И вот этот 1,5-2 литра объема дневной жидкости нужно выпивать. В этом и есть потребности нашего организма. А когда вы уже хотите пить, когда у вас жажда, это обезвоживание в организме. И плавно переходим к 8-й привычке в контексте запоров. Это отказ от клетчатки. Многие люди говорят, что когда употребляю много клетчатки или вообще употребляю клетчатку, у меня возникают запоры, у меня возникает дискомфорт, вздутие и так далее в кишечнике. Это возникает потому, что клетчатка начинает питать вашу микрофлору. То есть в ответ на питание ваши бактерии в кишечнике начинают вырабатывать разные вещества, активничать, и это может вызывать газообразование. Но это первое время. Когда вы привыкнете, когда вы будете на постоянной основе употреблять клетчатку, к этому привыкнет кишечник, и все, газообразование уйдет. Стул станет постоянным, регулярным, оформленным. Клетчатка, особенно растворимая, имеет свои плюсы именно в контексте снижения общего уровня холестерина. Например, бета-глюканы, да, которые содержатся в пшенице, ячмене, в овсянке цельнозерновых. Они как бы набухают, абсорбируют в себя часть желчи, которая выделяется в просвет кишечника, и тем самым выводит часть желчи с холестерином через кал. И вообще клетчатка очень полезна для нашего кишечника. Интересный факт. Одна из причин долголетия
Это бактерия, которая живет у нас в кишечнике, которая называется Акермация муцинифила. Именно эти бактерии ученые находят в кишечной микрофлоре долгожителей, людей за 80, 90 и 100 лет. И когда мы едим клетчатку, мы не только питаем кишечную микрофлору, но и питаем вот эту бактерию, Акермация муцинифила. И нам нужно, чтобы эта бактерия сохранилась как можно дольше в нашем кишечнике. 9-я привычка, которая портит наше здоровье после 50 лет, это частые перекусы. И здесь я могу сразу сказать, что вот я почему все время рекомендую, что самое важное в питании – это режим питания. Трехразовое питание без перекусов. И этим мы должны заниматься не в 50, а в 30, 40 и к 50 годам прийти здоровым, чтобы дальше себя чувствовать активно, энергично и процессы старения, чтобы у нас были как можно медленнее. Почему частые перекусы вредны? Потому что частые перекусы приводят к постоянной работе поджелудочной железы. У меня есть ролик поджелудочная железа, это как орган долголетия в тибетской медицине рассматривается. И этот орган наш очень ленивый, он любит отдыхать. Поэтому давайте больше отдыха и оптимальные интервалы между едой. Например, между завтраком, обедом, ужином 5 часов, а ночной интервал 14 часов. Но если мы будем перегружать поджелудочную железу, то, конечно, мы получим инсулинорезистентность и риски развития сахарного диабета 2 типа. Ну и плюс, когда поджелудочная железа постоянно активна, у нас поджелудочная железа желчью является как парными органами. И она активизирует желчь. И постоянно человеку хочется есть. Из-за этого человек все время ест. Привычка постоянно что-то перекусывать, она возникает не только в голове, как нужно что-то съесть, но и это подкреплено нашим организмом, нашими внутренними процессами. Если у вас есть такая привычка, и вам за 50, то вам срочно нужно избавляться от этой привычки. И здесь же 10-я привычка – это увлечение голоданиями, разными диетами, вместо системы. Мы можем разные диеты соблюдать, пробовать, экспериментировать, когда нам 30-40 лет. Но после 50 лет все это мы будем делать за счет ресурсов нашего организма. Мы будем терять ресурсы, а потеря ресурсов приводит к ускорению старения, к болезням и так далее. Поэтому, если вам 50 и больше, пожалуйста, не увлекайтесь голоданием, без понимания процесса этого, без человека, кто вас ведет в голодании, и без цели. Голодание обязательно должно преследовать какие-то цели. Это, возможно, похудение или улучшение здоровья, улучшение чувствительности к инсулину, снижение уровня липопротеинов низкой плотности и холестерина общего. Каждая цель у каждого человека, оно имеет свой путь. И голодание есть разные. Голодание там можно 7 дней голодать, можно 3 дня, можно сесть на интервальное голодание и пожить какое-то время. Все эти методы на самом деле работают, но каждый метод приводит к разным целям. Учитывая все эти привычки и искореняя эти привычки из своего образа жизни, именно осознанно, если будете относиться к этим всем привычкам, то вы сможете улучшить качество своей жизни, улучшить свое здоровье и замедлить процессы старения. Больше на эту тему вы можете посмотреть в этих роликах.